Приветствую всех зрителей на нашем канале. Сразу скажу, что тема сегодняшнего видео в первую очередь нацелена на самых начинающих фидеристов. Именно на тех, кто совсем недавно начал изучать фидерную науку. Хотя данную информацию частично можно использовать и для других видов ловли. Как и в большинстве предыдущих видео, эту идею я взял именно из ваших комментариев. Немного поясню. Когда-то давно я снимал ролик, в котором отвечал, наверное, на самый часто задаваемый вопрос, а какой же длины делать поводок для фидерной оснастки. Кстати, кто не видел, очень рекомендую. Ссылку оставлю в описании, и также вот здесь выскочит подсказка. Ролик действительно получился очень полезным, очень информативным, и даже до сих пор, когда мне задают вопрос о длине поводка для фидера, я просто кидаю ссылочку в комментарии, и вопрос по длине сразу же закрывается. Вот. И недавно я листал ваши комментарии, отвечал на вопросы. И тут вижу, что проскакивают иногда комментарии, точнее вопросы такого характера. Подскажите, какого диаметра делать поводки при ловле на фидер? То есть, какого диаметра леску использовать при изготовлении фидерных поводков? И вот как раз это и будет тема нашего сегодняшнего видео. Я постараюсь максимально информативно раскрыть этот вопрос и также расскажу все, что об этом знаю. Ну и, конечно же, будет несколько очень полезных советов. А перед тем, как мы начнем, как всегда, хочу вас очень попросить поставить данному видео лайк и написать абсолютно любой комментарий. Этими простыми действиями вы очень сильно поможете нашему каналу, чтобы алгоритмы YouTube увидели активность, и тем самым данное видео чаще попадало в рекомендации. Всем большое спасибо. Итак, в первую очередь нам следует понимать, что поводок с крючком — это единственный элемент из всех наших снастей, с которым рыба контактирует непосредственно напрямую. И именно от поводка больше всего зависит, насколько рыба будет заинтересована в нашей наживке. В большинстве случаев начинающий рыболов думает примерно так. Ага, значит, чем толще леска, тем она прочнее, у нее больше разрывная нагрузка, и поэтому, если я буду использовать толстую леску, я смогу поймать крупную рыбу. Логика, конечно, правильная, но не в этом случае. Здесь все работает немного наоборот. Как раз таки, чем крупнее рыба, тем она всегда более осторожнее, чем мелочь. И значит, наша задача ее грамотно обмануть, чтобы в результате поймать. Если, например, мы свяжем поводок из лески 0,35 мм, то в большинстве случаев мы будем ловить на фидер все, что угодно, но только не крупную рыбу, на которую мы так сильно рассчитывали. Нет, она, конечно, будет клевать и даже будет ловиться, но это скорее будет просто, скажем, удача, везение, стечение обстоятельств, но никак не закономерность. Это я веду к тому, что толстую леску всегда очень трудно замаскировать. И такую леску рыба может воспринимать просто как угрозу и не подойти даже к самой вкусной наживке. Вообще при выборе диаметра поводочной лески я советую руководствоваться таким простым правилом. Чем тоньше, тем лучше. Поскольку тонкие лески всегда малозаметны, особенно в воде, также большое преимущество тонких лесок в том, что они всегда более мягкие. И наживка на тонком поводке всегда будет играть более естественно и, соответственно, будет более привлекательной для рыбы. А при верном подходе к данному вопросу даже на леску 0,1 можно без проблем поднять леща в трешку и даже больше. Поэтому сейчас я вам дам несколько хороших полезных советов, как на своих фидерных рыбалках использовать тонкие поводки и при этом доставать хороших трофейных аппаратов. Первый, самый простой совет, особенно для начинающих: между монтажом и поводком сделайте небольшую вставку из фидергама длиной где-то 10-15 см. Только самое главное, чтобы разрывная нагрузка фидергама не была меньше, чем у вашей поводочной лески. Чаще всего рыба обрывает поводок именно в момент резких рывков, когда она сопротивляется и пытается уйти. Так вот, фидергам за счет своей эластичности компенсирует все вот эти вот рывки, удары, и на леску подается значительно меньшая нагрузка, если бы фидергама не было. Я не зря сказал, что фидергам — это самый первый и самый простой совет, особенно для начинающих, потому как можно сказать, что он работает в автоматическом режиме, и при использовании фидергама
В принципе, рыбаку не нужно обладать никакими особыми навыками, чтобы на тонкие лески ловить крупную рыбу. Единственный минус фидергама – это то, что когда вы его используете, часто бывает, что вы не видите поклевку мелкой рыбы. Но поскольку у нас сейчас речь идет именно о поимке крупняка, то мы, пожалуй, этот недостаток упустим. И, кстати, кто еще ни разу не использовал фидергам, у нас на канале есть видео, там я подробно показываю, как вставку из фидергама закрепить на фидерном монтаже. Ссылка будет в описании, и также здесь будет подсказка. Второй совет. Обязательно перед каждой рыбалкой настраивайте фрикционный тормоз своей катушки. Если же у нас будут резкие и мощные рывки рыбы, фрикцион будет стравливать основной шнур, и тем самым у нас будет значительно снижаться нагрузка на поводок. Если же в процессе вываживания у нас этот фрикцион начинает активно стравливать леску, то есть вот мы крутим катушку, рыбу вываживаем, и у нас быстро вращается шпуля, работает трещотка, рыба забирает шнур. Не нужно ей мешать, пусть забирает. Единственное, что можно слегка рукой притормаживать шпулю, и когда рыба перестанет, то есть мы видим, что у нас рыба замедляется, шпуля перестает вращаться, рыба остановилась. Тогда уже просто можно даже немножко фрикцион подтянуть и дальше продолжать уже рыбу вываживать. Третий совет, и, наверное, он самый важный, потому как все начинающие рыбаки обязательно совершают эту ошибку. Впоследствии эта ошибка приводит к обрыву поводка, ну и, соответственно, к сходу рыбы. Не нужно тащить рыбу нахрапом, беспрерывно вращая катушку через силу. Рыбу нужно выкачивать, а не вытягивать катушкой. Что нужно делать? Если мы понимаем, что рыба уже сидит у нас на крючке, мы делаем следующие действия. Удилищем 1-2 метра подтаскиваем рыбу к себе. Подтащили. Затем удилище подаем вперед и одновременно вращаем катушку до момента, пока у нас не натянется шнур. Шнур натянулся, мы катушку остановили, опять подтаскиваем несколько метров рыбу к себе удилищем, подаем вперед, вращаем катушку до момента натяжения шнура и опять подтаскиваем к себе. И получаются вот такие вот действия. Вот так вот выкачиваем рыбу. Ни в коем случае не нужно вот так вот беспрерывно вращать катушку в надежде на то, что сейчас эта рыба к нам придет. Дело все в том, когда мы работаем только катушкой, у нас абсолютно вся нагрузка идет только на поводочную леску. Запомните этот третий совет обязательно. Четвертый совет. Нужно научиться максимально использовать амортизационные качества удилища, чтобы амортизация удилища нам также помогала уменьшить нагрузку на поводок. И как раз вот эти вот амортизационные качества лучше всего проявляются, когда между осью удилища и шнуром прямой угол. Понятно, что не нужно по берегу бегать с транспортиром и вымерять ровно 90 градусов, а просто визуально это контролировать на глаз. Это совсем не сложно. Ну и я думаю, всем понятно, что чем ближе к берегу приближается рыба, тем ниже нужно опускать удилище, чтобы максимально соблюдать этот прямой угол. И пятый, вполне очевидный совет. Обязательно на каждую рыбалку берите с собой подсак. Ведь без подсака ни один из вышеперечисленных советов не помогут нам покласть трофея в садок. И также обязательно старайтесь брать рыбу в подсак еще на глубине, чтобы она ни в коем случае не коснулась дна. Вот такие вот простые советы помогут вам на ваших фидерных рыбалках использовать максимально тонкие поводки и при этом ловить на них достойную крупную рыбу. И не нужно ставить вот эти вот толстые канаты и потом сидеть часами ждать своего трофейного леща и думать, а почему же он к нам не приходит. Если же брать на примере наших рыбалок, то у нас самые ходовые поводочные лески это 0.10, 0.12, 0.14 и более реже 0.16. Единственное исключение это ночные рыбалки,
Мы все понимаем, что в ночное время суток ничего не видно практически, там только фонарик что-то подсвечивает. И большинство действий делаются, можно сказать, наугад. При этом трудно контролировать абсолютно все процессы, даже вот все вот эти советы, о которых я говорил, трудно контролировать в ночное время при плохой видимости. И тогда уже мы себе можем позволить, конечно, поставить поводок из лески 0.18 и даже 0.22. Но во всех остальных случаях стараемся выше 0.14 не подниматься. Надеюсь, что это видео стало для вас полезным, и я смог максимально развернуто ответить на вопрос по выбору диаметра фидерного поводка. Спасибо всем за внимание. Подписывайтесь на наш канал, смотрите много интересного видео. Всем пока, до встречи в новых роликах.